Приветствую вас на канале Техревизор. Кулеры предназначены для подогрева и охлаждения бутилированной питьевой воды. Они различаются исполнением, габаритами, производительностью, температурой нагрева и охлаждения воды и способами ее подачи. Я подготовил рейтинг лучших кулеров для воды, в которые вошли модели разного типа и стоимости. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Вначале я расскажу о лучших настольных кулерах. Открывает раздел недорогая модель AEL TK AEL 340. Она выполнена в компактном корпусе высотой всего 42,5 см в типовом дизайне, снабжена двумя кранами для подачи холодной и горячей воды, которые активируются посредством нажима кружкой. Бутыль с водой устанавливается сверху. Модель способна нагревать воду до 90 градусов, сохраняя производительность 5 литров в час. Функции охлаждения здесь нет, то есть из второго крана поступает вода комнатной температуры, чем и обусловлена невысокая стоимость кулера. А следующий участник обладает более высокой мощностью. Третье место занимает AquaWok 0,7 TKR. Настольный кулер выполнен в более привлекательном дизайне за счет сочетания белого корпуса и черных элементов отделки. Краны, поддон для сбора капель, место установки бутылки. Краны здесь аналогичного типа, открываемые нажатием кружки. Сбоку на корпусе предусмотрены специальные гнезда, позволяющие закрепить стаканодержатель, но его потребуется докупить отдельно. Как и предыдущая модель, кулер работает только в режиме нагрева, но за счет увеличенной мощности в 700 Вт он обладает более высокой производительностью 7 литров в час. В общем, достойный бюджетный кулер без охлаждения. Остальные участники уже наделены этой функцией. На втором месте Sonnen TSE02BP. Модель в стильном исполнении в узком корпусе черного цвета с оригинальной передней панелью, на которой расположены наглядные индикаторы. По бокам корпуса есть ручки для удобства переноса, сверху расположено отверстие для подсоединения бутылки. А краны имеют интересное исполнение, хотя тоже активируются нажимом кружки. Кулер охлаждает воду до 15 градусов и обеспечивает производительность подачи до 0,75 литра в час. Нагрев производится со скоростью 5 литров в час. Температура воды при этом достигает 90 градусов. Модель наделена баками для холодной и горячей воды на 0,4 и 0,7 литра соответственно. По своим характеристикам этот кулер рассчитан на использование коллективом до 10 человек. В общем, хороший вариант для тех, кто ценит внешний вид прибора. А следующий участник подойдет тем, кому важнее производительность. Первое место в этом разделе занимает AquaWok 0.7 TDR. Модель в традиционном исполнении с кранами, активируемыми нажатием кружкой. Кулер представлен в белом корпусе, но есть и аналоги в бело-черном и серебристом дизайне. Сбоку на корпусе есть отверстия для закрепления стаканодержателей, которые при необходимости можно докупить. Модель выделяется высокой мощностью нагрева горячей воды 700 Вт и производительностью 7 литров в час. Она нагревается до температуры 95 градусов. Мощность охлаждения составляет 70 Вт, а скорость подачи холодной воды достигает 1 литра в час. Причем ее температура составляет менее 12 градусов. В общем, это самая производительная и мощная модель в категории настольных. А теперь перейдем к лучшим напольным кулерам. Открывает этот раздел AquaWok 0.7 LDR. Один из самых популярных кулеров на рынке, в котором отлично сбалансированы характеристики, качество сборки и цена. Модель относится к недорогому сегменту, но внешне выглядит привлекательно. Особой элегантности добавляют черная отделка кранов и прозрачное голубое окошко на дверце шкафчика, который расположен внизу. Краны открываются путем нажатия кружкой. При необходимости к корпусу можно закрепить стаканодержатели на шурупах или на магнитах. Производительность модели повышенная – 1 литр в час для холодной воды и 7 литров в час для горячей. Причем температура холодной воды может достигать 12 и 15 градусов. Отдельно стоит отметить невысокую конструкцию кулера, всего 85 см. Это более удобно для верхнего расположения бутылки, а следующий участник предусматривает нижнее размещение. На пятой строчке стоит Ecotronic M30 LXE. Кулер из более высокого сегмента цен, который выделяется стилем
стильным дизайном, плавными линиями корпуса и оснащением 3 кранами. Он подает горячую, охлажденную воду и воду комнатной температуры. А чтобы набрать воду, необходимо нажать на соответствующую кнопку сверху на корпусе. Клавиша для горячей воды имеет защитную опцию от случайного нажатия. Охлаждение воды происходит до температуры 10 градусов, а производительность составляет 1 литр в час. Нагрев производится до 94 градусов, а производительность подачи горячей воды составляет 5 литров в час. Под кранами расположен поддон для сбора капель, а в нижней части есть шкаф для установки бутылки с водой и ее нижнего подключения. Так бутылка скрыта от глаз и не портит вид. Аналогичное подключение предусмотрено и у следующего участника. 4-е место занимает AEL LD811A. Модель не менее элегантного дизайна, со схожими рабочими характеристиками, но с более приятным ценником. Кулер наделен 3 кранами для подачи горячей воды, охлажденной и комнатной температуры. Для удобства включение происходит с помощью кнопок, расположенных в верхней части корпуса. Клавиша включения горячей воды имеет защиту для обеспечения безопасной эксплуатации. Краны подписаны, а на лицевой части есть индикаторы для удобства контроля. Для нижнего подключения бутылки в кулере предусмотрен шкафчик для ее скрытого размещения. Мощность нагрева составляет 500 Вт, охлаждение 65. Производительность модели стандартная для категории 5 литров в час для горячей воды и 1 литр для холодной. Охлаждается вода до температуры менее 15 градусов. В общем, удачная модель с хорошими рабочими характеристиками и невысокой ценой. Тройку лидеров открывает Ecotronic K42LXE. Кулер в очень стильном дизайне, в черном корпусе с оригинальными поворотными кранами. Для подачи воды их нужно повернуть, для остановки вернуть в исходное положение. Их здесь предусмотрено 3 – для горячей, холодной воды и комнатной температуры. Модель выделяется узким компактным исполнением и наглядными индикаторами на панели. Отдельно стоит выделить низкую температуру охлаждения воды, порядка 10 градусов за счет повышенной мощности 70 Вт. Производительность составляет 1 литр в час. Нагрев воды выполняется до температуры 94 градуса и подается со скоростью 5 литров в час. Бутылка располагается в нижней части кулера за дверцей. В общем, это достойный по характеристикам кулер с удобным управлением, который отлично впишется в любой интерьер. Еще более интересным управлением и другими достоинствами порадует следующий участник. На 2-м месте стоит Watton L06NK. Кулер с компрессорной системой охлаждения. В отличие от предыдущих участников с электронной системой, он выделяется более высокой производительностью и низкой температурой воды. А в частности, воду можно охладить менее чем до 10 градусов. А скорость подачи при этом составляет до 2 литров в час. Производительность подачи горячей воды также повышенная до 9 литров в час за счет повышенной мощности 800 Вт. Кулер наделен всего одним краном, но способен подавать 3 вида воды. Для включения предусмотрены сенсорные кнопки с понятной индикацией. Поскольку бутылка расположена за дверцей в нижней части кулера, о ее опустошении напомнит соответствующий индикатор. Модель выглядит весьма стильно, а за счет узкого исполнения она отлично впишется в интерьер. Кулер, конечно, дороже аналогов с электронным охлаждением, но заслуживает внимания, благодаря высокой производительности и мощности. Лидером рейтинга стал Hot Frost V450 AMI. Кулер с компрессорной системой охлаждения, премиальным дизайном и множеством уникальных возможностей. Бутылка для воды располагается в ящике внизу кулера, а об окончании воды в ней сообщит соответствующий индикатор. Включение воды происходит с помощью сенсорных кнопок. Кнопка горячей воды имеет защиту от случайного включения. Отдельно стоит выделить инновационную технологию включения холодной воды жестом. При необходимости достаточно поднести ладонь и удерживать над областью датчика. Подача горячей, охлажденной и воды комнатной температуры происходит через один кран. Еще хочется отметить оснащение зоны налива подсветкой для удобства эксплуатации. Производительность охлаждения составляет 2 литра в час, температурой воды порядка 10 градусов. Нагрев осуществляется до 90 градусов и производительность достигает 5,5 литров в час. Еще одна важная особенность модели – это наличие системы санобработки посредством озонирования. Благодаря этому в приборе всегда поддерживается гигиеническая чистота. В общем, это наиболее инновационная, технологичная и эргономичная модель с продуманным и удобным управлением. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.